Девчат, всем большой привет, с вами Дарья, рада вас видеть на своем канале. И сегодня я хочу вам рассказать о тональной основе от бренда Hanyul. И также я быстренько расскажу и покажу вам, что именно я тестировала, прежде чем остановила свой выбор на этой основе. Здесь у меня тональная основа от IOP. И также BB-крем от бренда Hanyul. Это все в пробниках, потому что изначально я все это тестировала вот в таком виде, такими сэмплами. Конечно, расскажу вам, почему именно я остановила свой выбор на этой основе. Для этого мне немножко придется сместить курсор камеры на стол, чтобы вам все рассказать и показать. Давайте начнем с тональной основы бренда IOP. IOP – это бренд, принадлежащий корпорации Amore Pacific. Это очень популярный корейский бренд, и данная основа пользуется невероятным спросом. Цена на нее в районе $40–45, и иногда бывают скидки. Цена на полноразмерную версию. Так, у меня оттеночек 21. Такой вот. Также он есть в оттенке номер 23, но у меня его не было, и я не смогу вам рассказать про 23 оттенок. Итак, оттенок номер 21. Изначально он мне очень понравился. Сейчас я вам покажу, как он ведет себя в капле и как он вообще выглядит на коже. Он очень жидкий. Посмотрите, он свободно вытекает и вот такой полужидкой капелькой растекается по коже. Изначально он мне очень понравился. Этот foundation, основа, он из любого состояния превращает кожу в очень здоровую на вид. Также этот оттенок идеально подошел мне на осенне-зимний весенний период. Я думаю, что летом он будет светловат, но зимой он просто стал идеальным для меня. Еще мне понравилось, что кожа под ним не задыхается, а дышит. И также он не заметен на лице при некоторых условиях. Сейчас я вам расскажу, при каких. Это уже относится к минусам. Потому что при недостатке увлажнения кожи эта основа иногда показывала шелушение в проблемных местах. Вот видите, как распределяется идеально на предварительно увлажненную кожу. Также за счет того, что основа достаточно жидкая, она пачкает пальцы, и мне кажется, что спонжем она распределялась бы намного удобнее. Вот. И еще один недостаток, который я заметила, это если сразу не нанести пудру для лица, то где-то через час-полтора эта основа проваливалась в поры и обнажала все морщинки. То есть, если вы сразу наносите пудру, прибиваете пудрой эту основу, то она лежит идеально. Если вы сразу не нанесли или вообще не пользуетесь пудрой, то эта основа через очень короткое время начинает обнаруживать поры, морщины и прочие проблемные места вашей кожи. Также я проверила состав на Экоголике, и выяснилось, что Экоголик не рекомендует этот продукт из-за наличия ингредиентов с оценкой 1,2 балла. Состав я покажу вам картинкой, чтобы вы сами все посмотрели. Но здесь давайте не будем сильно пристрастны, потому что, во-первых, как вы видите на картинке, 10 ингредиентов сайтом не опознаны, а среди этих 10 ингредиентов есть также и уходовые компоненты. И, во-вторых, это не уходовое средство, а косметическое, поэтому не надо быть слишком придирчивым. В целом основа мне понравилась, но если бы я не попробовала основу от Hanyul, то я бы остановила свой выбор именно на вот этой основе от IOP. Вот. Но сейчас я вам расскажу об основе и BB-креме от бренда Hanyul.
Бренд принадлежит корпорации Amora Pacific и получил и получает самые высокие оценки у корейцев и по сей день. Глядя на основу, самое главное – это выяснить, насколько она хороша. Я думала, что это новый продукт, но оказалось, что это продукт 2015 года, только после обновления. И мне кажется, что должна быть веская причина, чтобы этот продукт оставался любимым такое долгое время. Итак, что же это такое? Что я знаю об этой основе? Это основа с высоким покрытием. Вот сейчас есть новинка, основа с сиянием, но мне сияние не нужно было, поэтому я выбрала матовую основу. Я вам сейчас вставлю картинку, как выглядит основа с сиянием. И если вы будете заказывать себе, то не перепутайте, будьте очень внимательны. Также здесь есть определенный уровень блокирования ультрафиолетового излучения, совсем небольшой. Кстати, я забыла вам сказать, что в основе от IOPE тоже есть индекс блокирования ультрафиолетового излучения, и он повыше, чем в той же самой основе от бренда Hanyul. 25 против 15. Приехала основа в такой картонной коробке. Внутри есть инструкция, но я ее даже не открывала. Вот так это выглядит. Упаковка достаточно простая, лаконичная, из стекла, достаточно тяжелая. Крышка и дозатор из качественного пластика. Крышка закрывается с плавным щелчком. Дозатор позволяет регулировать мягкость хода и дает именно столько средства, сколько вам нужно. То есть он не плюет, а как бы аккуратно перекачивает средство, и основа полувытекает из носика. Видите, достаточно удобно. Если сильнее нажать, то будет такая большая лужа. Это, наверное, для тех, кто наносит спонжем, и там идет большой расход материала. Вот так выглядит оттенок 23. И сейчас я вам покажу основу с оттенком 21. Вот у меня есть в пробнике оттенок 21, оттенок 23. Основа. Итак, оттенок номер 21. Сравниваем. Практически одинаковые. Единственная разница, может она незаметна на камеру, разница в том, что 21 оттенок он идет с розовым подтоном, а 23 он идет с желтым подтоном. И мне 21 оттенок слишком розовит кожу, а 23 за счет желтого подтона он сел идеально. Но, тем не менее, вот если сравнивать по светлоте оттенков, по светлости, то 23 он не настолько темный, как мы могли бы подумать. И я переживаю, что летом на загорелой коже он будет выглядеть достаточно светлым. Вообще линейка этих фундаментов, она включает в себя 4 оттенка. Это 17-й яркий фарфор, 21-й яркая слоновая кость, 21-й спокойная слоновая кость и 23-й это спокойный бежевый оттенок. Картинками я вам покажу все это, как выглядит. Вот, ну, поехали дальше. Основа имеет низкую вязкость, разработанную для легкого распределения и лучшего ощущения. Она также, как и основа от IOPE, обладает хорошей растекаемостью. Вот. И также у нее такой легкий цветочный аромат, практически незаметный, мне напоминает аромат хризантемы. Основа плотно покрывает дефекты и распределяется достаточно равномерно.
при необходимости наслаивается без эффекта маски. И что еще заметила, то что она наносится на голую кожу легче, чем на предварительно. Вот если вы нанесете какой-то сияющий праймер или затирку для пор, то вот на предварительно нанесенные эти продукты основа распределяется гораздо хуже. И вот смотрите, прошло менее 5 минут, и основа уже высохла, показав свое превосходное покрытие. Ну, не знаю, как это выглядит на камеру, надеюсь, что видно очень хорошо. Что мне еще нравится в этой основе, то что в состав входит гиалуроновая кислота, церамиды и пантенол, которые укрепляют и увлажняют кожу. И в течение дня основа не сушит кожу. У меня сухая кожа, сухая и склонная к раздражениям. Так вот, данная основа не сушит кожу и не провоцирует появление воспалений. Состав этой основы я также нашла на просторах интернета, и я вам сейчас покажу. Сайт оценивает состав основы Ханюль немножко выше, чем состав основы Айопе. Но я не слишком придирчива на этот счет, потому что все-таки это не ухаживающий продукт, а продукт косметический. Так, и у меня еще остался BB-крем от бренда Ханюль. Вот так он выглядит. Его SPF намного выше, чем у основы, SPF 50. Оттенок BB-крема у меня только один, это 21. И сейчас я вам его покажу и расскажу основную разницу. Во-первых, он очень густой. Если сравнивать с текучестью основы, то BB-крем, он не лежит, не растекается, да, в капле, а лежит такой плотной массой. Это же сказывается и на его распределении. Так вот, если сравнивать, то BB-крем Ханюль тоже работает хорошо, но поскольку он представляет собой такую матовую густую композицию, то через некоторое время на коже проявляются морщины, вот, а основа Ханюль, она не глухо-матовая такая и менее густая, поэтому морщины не видны даже после долгого времени носки этой основы. А в чем еще разница? Давайте я сейчас возьму, чтобы вам показать. Ну, здесь у меня BB-крем в пробнике, здесь у меня основа. Вот разница в аромате. BB-крем имеет очень сильный аромат, а основа слабее и такой менее выраженный аромат. Покрытие у BB-крема сильное, и у основы тоже достаточно сильная. Густота. BB-крем очень густой и распределяется сложнее. У основы густота средняя, даже ближе к легкой. И наслоение. По наслоению BB-крем мне не понравился абсолютно. Если его наслаивать в 2-3 ряда, если какие-то недостатки вы хотите отдельно замазать, скрыть, то наслаивается он очень плохо и видно, что есть эффект маски. Основа выдерживает наслоение в 2-3 ряда без обнаружения себя на лице. Ну, также разница в SPF. Конечно, BB-крем он имеет более высокий солнцезащитный фактор, основа более легкий. Но и знаете, мне показалось, что по оттенку, вот если сравнивать 21 оттенок BB-крема и основы, то BB-крем он больше выбеливает, наверное, за счет вот этого высокого содержания SPF. Он высветляет, и лицо становится таким неживым. Мне так совсем не нравится. Вот. Ну а по оттенку, оттенок BB-крема, он 21 оттенок, он совпадает с оттенком основы, и также он уходит в розовинку. Ну что ж, девчонки, наверное, это все, что я хотела вам рассказать про эту основу. Я считаю, что это очень хорошая основа для летнего использования, потому что она наносится естественно, имеет хорошую укрывистость, но сама не очень густая по текстуре. И, кстати, когда я ее тестировала, я ждала 7 часов, чтобы протестировать поведение
основы и осталась довольна тем, что она осталась на коже без заметных пор и жирных пятен, жирного блеска. Я считаю, что эта основа качественная и подходит для ежедневного использования, потому что она идеально справляется с 5 типами дефектов кожи. То есть она скрыла мне морщины, поры, она выровняла текстуру, тон кожи, и она очень эффективно замазывает все пятна, то есть либо постакне, либо это пигментация. И в заключение хочу сказать про ценовую политику этого бренда. Поскольку этот бренд является очень популярным в Южной Корее, и товары очень хорошо продаются, то скидок на него практически нет. Я покупала эту основу за $23 на eBay. Ссылочку на продавца я оставлю в описании к данному видео. Продавцом я очень довольна, потому что к моему заказу он прислал еще целую гору разных пробников, которые я до сих пор тестирую, и потом поделюсь с вами своим мнением. Вот, так что советую этого продавца, отправляет быстро, приходит все в очень хорошем состоянии. Распаковку вы можете увидеть в том ролике, где я рассказывала про 4000 подписчиков. Ну что ж, на этом у меня все. Я надеюсь, что данное видео оказалось для вас полезным и немножко поможет вам сориентироваться в выборе основы от бренда Ханюль либо бренда Айобе. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока!